За поддержку канала на Бусти спасибо Ананасику. Я приветствую тебя, Чумба, с тобой Рабаши. Ну что, как вам вторая серия Адского рая? Пока что идет все по канону, ни музон, ни визуал не подводят, маппа, видать, старается. Как ты уже понял, сегодня речь вновь пойдет о Габимару, точнее о самом титуле Габимару опустошенный или же Габимару пустой. Ролик по техникам ниндзюцу, тайдзюцу и дао уже есть на канале, подсказка сверху, если что, посмотри на досуге. Итак, Габимару. Это не его настоящее имя, это псевдоним, который дается сильнейшему шиноби деревни Ивагакуре. Все в этой деревне больше походят на психов, они вообще не ценят собственную жизнь и могут убить себя в любой момент, если того требует миссия. Женщины в этой деревне выполняют роль свиноматок. Не все, конечно, есть и кунаичи, но в основном они постоянно рожают новых воинов, пополняя запасы биооружия. Детям достается больше всего, ибо каждый ребенок должен был пройти специальное жестокое обучение. Выживали, конечно же, не все. Например, одно из испытаний заключалось в вдыхании порошка бесстрашия. Это трупный налет для стимуляции боли в нервной системе. Что примечательно, из остатков твоих же братьев и сестер. Испытание порошком бесстрашия проходит 3 дня и 3 ночи, пока ребенок полностью не свыкнется с болью. В данном испытании выживает лишь 1 из 10 детей. Помимо этого порошка бесстрашия существует еще и порошок блаженства. Он наоборот стимулирует нервы, отвечающие за удовлетворение. Но в сочетании с предыдущим порошком создается ощущение, что тебя насилуют. Применяется он ко всем детям, неважно какого пола. Да, Ивагакуре жестокая и поехавшая деревня, которая воспитывает настоящих шиноби, которые, если и могут испытывать какие-то чувства, то только к смерти. Так вот, тренировки. В деревне разрешалось убивать сверстников по какой бы то ни было причине, а любые споры между шиноби решались схватками насмерть. Согласно кодексу шиноби, запрещено было покидать деревню, и любые действия или мысли об этом карались смертью. Думаю, данная информация о деревне достаточно для понимания, в какой среде рос Габимару. Его история начинается, конечно же, с его рождения и родителей. Родители его были джоунинами, элитными бойцами. Однако они не хотели, чтобы их ребенок подвергся таким же испытаниям, что и они в детстве, поэтому они решили сбежать. Конечно же, это каралось смертью, однако они хотя бы попробовали. Как я и сказал в начале, Габимару это титул. Настоящее же имя нашего белобрысого шиноби – Цуки. Так его назвала мама, глядя на полную луну. Ее и его отца на его же глазах в младенчестве убил глава деревни, взяв Цуки себе под опеку. Данные действия описываются в специальной главе, можешь найти и прочитать на досуге. Проведя его через ужасные тренировки шиноби в молодом возрасте, чтобы он стал следующим преемником внушающего страха кодового имени Габимару Пустой. В ходе обучения Цуки превратился в бесчувственного ребенка, которого очень мало заботили ни собственная жизнь, ни тем более чужая. Он обладал большим потенциалом и талантом с рождения, и глава деревни изначально знал, что он станет следующим элитнейшим бойцом. Так и произошло и после кровавой дуэли или же ритуала наследования, где Цуки раскрошил голову Габимару того времени и титул перешел к нему самому. Теперь о самом титуле. В обществе люди считали, что Габимару Пустой был единственным кровавым и мифическим убийцей, который десятилетиями, а то и сотни лет находился на службе Ивагакуры и был не способен ни стареть, ни умирать. Даже если другие видели его смерть прямо у них на глазах или слышали об этом. Но как ты уже понял, Габимару Пустой был псевдонимом, который передавался из поколения в поколение в пределах Ивагакуре. И каждый преемник вызывал новую кровавую бойню в честь инаугурации. Из-за этого те, кто утверждал, что видел Габимару, описывали его по-разному, что затрудняло распознавание правды. В описаниях одних Габимару был высоким черноволосым, в словах других беловолосым и мелким. Одним словом, у каждого десятилетия была своя версия. Именно поэтому, начиная с самого начала сериала и манги, к Цуки относились как к легендарному и особенному убийце среди убийц, накидывая на него даже те преступления, которые он не совершал, но совершал предыдущий Габимару. С его ролью кровавого убийцы он провел годы, безжалостно убивая свои цели, и многие его, конечно же, боялись. Доказав свою ценность, вождь Ивагакуре наградил Габимару своей дочерью, Юи, и надеялся, что они смогут произвести больше талантливого потомства для деревни. Сама же личность Цуки, как и полагается его титулу, была пуста, и это и сыграло злую шутку, ибо если сосуд пуст, его легко можно заполнить, как и сделала Юи. Она отличилась мягким характером и добрым нравом, который заставил Цуки испытывать чувства, и это и стало отправной точкой. Ибо его жена вселила в него надежду жить обычной жизнью, завести детей и зарабатывать, не убивая. После этого Габимару стал меняться. На своих миссиях он уже не убивал людей, если это было возможно.
а просто вырубал их. Среди шиноби росли сомнения в нем, и не зря. Габимару признался ей, что не чувствовал, что заслуживает нормальной жизни после того, как был обременен отнятыми им жизнями. Но Юи сказала ему, что несмотря на его прошлые грехи, он имеет право вести нормальную жизнь, как и другие обычные люди. И что у него должен быть хотя бы один человек, который принимает его таким, какой он есть, к его большому утешению. Когда они начали жить вместе как супружеская пара, Габимару влюбился в Юи, поскольку она была единственным человеком в его жизни, который не боялся его как монстра, а видел в нем мягкого, доброго, но запутанного в себе человека. Спустя время метаморфоз он пришел к главе с совместным желанием своей супруги, а соответственно и дочери вождя, напоминаю. Габимару думал, что как отец глава деревни будет желать своей дочери счастья и безопасности. Однако это предложение он воспринял как предательство и исключил Габимару из деревни, лишив его возможности вернуться к Юи. С этого и началась первая серия аниме и первая глава манги. Габимару думал, что Юи мертва, поэтому сам искал смерти, но надежда не давала ему умереть. А зря или нет, ты уже узнаешь в манге, либо при просмотре сериала. Это была короткая предыстория Габимару опустошенного, Габимару пустого или же Цуки. Надеюсь, данный видеоролик еще больше подготовил тебя к просмотру, и мотивация с целями главного героя стали для тебя еще более ясными и родными. Хоть тайтл и новый, но я рад, что ты проявляешь к нему интерес, тем более у меня на канале. Так что по классике, как в прошлом ролике, накинешь много лайков, и я сниму еще один ролик по Адскому раю. Спасибо тебе за просмотр, и увидимся в следующем видосе. Чумба. Ну а шейхам, скрытым в деревне Телеграма, это отдельный чат, если что, отдельное спасибо за поддержку на Бусти.